В Макеевке в результате обстрела в новогоднюю ночь погибли 400 мобилизованных, еще 300 ранены. Такие данные приводит Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. В соцсетях пишут, что погибших может быть еще больше, до 600 человек. Пункт временной дислокации, куда свезли новобранцев армии РФ, находился в здании местного ПТУ номер 19. Вот на этих фото состояние до и после удара. От здания осталась груда камней. В соцсетях люди пишут, что училища больше нет. Территорию оцепили в пределах 200 метров, фотографировать запретили. Представитель так называемой ДНР Даниил Бессонов, который занимает должность замминистра информации, рассказал, что удар нанесли в первую минуту Нового года. Якобы применили «Хаймарс». Украинская сторона не подтвердила, что по расположению мобилизованных ударили именно этим оружием. Стратегическое командование ВСУ ссылается на курение в неустановленном месте. Драматичность ситуации описывают российские телеграм-каналы. Военные как раз сели за стол. В эти минуты Путин поздравлял с Новым годом. Момент прилета попал на видео жителей Макеевки. Снимали из квартиры напротив ПТУ. Символично, что Макеевское ПТУ, где расположили мобилизованных, находится на улице Кремлевской. Вагнеровские телеграм-каналы пишут, что в здании находилось 120-150 человек. Из «Хаймарс» якобы выпустили 3 пакета, то есть 18 снарядов, и ничего не сбили. В украинских пабликах появилось видео, как утверждается, того самого «Хаймарса». По данным вагнеровцев, от 50 до 70 людей погибло. Якобы среди них есть те, кто не был расквартирован в ПТУ, а пришел праздновать Новый год. Пророссийские власти ДНР сообщили о более чем 15 раненых в результате обстрела, а вот в телеграм-каналах официальных рупоров оккупационной администрации об обстрелах Макеевки ни слова. Последнее видео от Дениса Пушилина – поздравления с Новым годом. Так называемая народная милиция тоже молчит. Тем временем в соцсетях приводят ужасающие подробности и пишут, что один из пострадавших горел и бежал в сторону туберкулезного диспансера. И возмущаются, почему о случившемся не сообщают власти и хотят замять ситуацию. Тот же Бессонов, который вроде как и в должности, хоть и не самой высокой, называет произошедшее, цитирую, «халатностью, тупорылостью и пофигизмом». Мол, на Донбассе достаточно заброшенных объектов с крепкими строениями и подвалами, где можно рассредоточенно размещать личный состав. Да и давно можно было нарыть бункеры шахтостроительной техникой, пишет он, требуя наказать тех, кто принимал решения по расселению военных в ПТУ. Уроженец Макеевки, участник боев за Донбасс на стороне сепаратистов и блогер, известный под псевдонимом Владлен Татарский, требует самых радикальных решений, вплоть до трибунала, и называет высшее звено армии необучаемыми кретинами. А журналист ВГТРК Андрей Медведев отмечает, что с подходом «бабы новых нарожают» победить не удастся. Вспоминает Путина, который говорил, что жизни людей – это высший приоритет. В то же время в соцсетях пишут, мол, солдаты для российской армии – расходный материал, поэтому и относятся так безалаберно к тысячам жизней. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наши YouTube и Telegram каналы, чтобы первыми узнавать правду.